Привет! История не самая занимательная наука. Так думают многие. Куча дат, какие-то люди, множество событий. Наверное, и вы хотя бы раз в жизни думали так. А может быть, вам просто не повезло с учителями? Я решил исправить ситуацию. История не обязательно должна быть скучной. Посмотрим, что у меня получится. Начнем с самого начала. Где-то на границе 3-2 тысячелетия до нашей эры на территории Восточной Европы появились индоевропейцы. Индоевропейцы – древнее население огромных территорий Европы и Азии, которое дало начало многим современным народам мира, в том числе и славянам. От общей индоевропейской семьи славяне отделились где-то в середине 1-го тысячелетия до нашей эры. У них еще был общий язык и традиции. Однако огромные территории Европы растягивали славянские племена в разные стороны. Так появились 3 большие группы – западные славяне, южные и восточные. История России – это про Восток. В древности люди жили большими семьями, родами. Согласитесь, жить все время с родственниками – то еще удовольствие. Но иначе никак. Охота, земледелие, война, наконец. Чем больше народу, тем больше шансов на успех. Роды сбивались в племена, племена в союзы племен. Так складывались государства по всему миру, от простой семьи до империи. Военными вождями союзов были князья. Они защищали племя от врагов и вершили суд, за что имели право собирать с населения дань. Схема проста, но работала надежно. Князь опирался на дружину. Это больше, чем войско. Это родня. Главная функция дружины – обеспечить безопасность своего рода, который становился правящей династией. Впрочем, власть князя все же не была абсолютной. Ее ограничивала вече – народное собрание. Собирались старейшины семейств и решали вопросы. Любые, вплоть до избрания нового или изгнания старого князя. Совершенно точно известно, что уже к 8 веку на территории будущей Руси стояли города – Киев, Смоленск, Великий Новгород, Полоцк и другие. Городов было так много, что иностранцы называли славянские земли Гардарикой – страной городов. Средоточие общественной жизни. Они были местом княжеского суда и вечевого схода. Здесь устраивали важнейшие религиозные обряды и торговые сделки. Самое главное богатство людей – это земля. Плодородная, живая. Китайцы, египтяне, греки – неважно кто, где и когда. Земля – это источник жизни во все времена. Хорошая новость в том, что у славян земли было много, поэтому о технологиях землепользования особо как-то не думали. Вон ее сколько, земли-то. Кроме того, леса, реки давали практически безграничные ресурсы. Бери сколько унесешь. Хорошо развивались ремесла, в частности обработка металлов. Руду добывали в болотах. Гончарное, ткацкое, кожевенное ремесло. Не хуже, чем в Европе. А вот с ювелиркой было не очень. Драгоценные камни славяне добывать не умели. Выручал импорт. Товары проникали к славянам 2 главными торговыми магистралями. Путь из Варяг в Персы шел через Балтийское море и Волгу. По нему в Европу поступали арабские товары. Путь из Варяг в Греки шел через Балтийское море и Днепр. По нему товары из Европы попадали на византийские рынки. Мех, воск, мед, пленные рабы. Все это традиционные товары славянского экспорта. Домой обычно привозили предметы роскоши, вина и пряности.
Если не торговля заставляла славянина покинуть родной дом, то только война. Они часто нанимались на службу к иноземным правителям. Арабы, греки. К последним славяне питали особые чувства. Слухи о несметных богатствах Византии кружили горячие славянские головы. Они не раз вторгались на ее территорию пограбить окрестности. Иногда это удавалось, а иногда крепко получали сдачи. И на войне, и в мирной жизни один в поле не воин. Для славян этот принцип стал ключевым. Чтобы выжить в суровых условиях, нужна была помощь соседа. Так появилась община. По-славянски она называлась верфь, то есть веревка. Община играла огромную роль, ведь только сообща можно было справиться со сложностью и объемом земледельческих работ. Необъятные просторы определили широту славянской души, порой стихийную, иррациональную, все доводящую до крайности, будь то бунт, революция, ну или, к примеру, напряженная духовная жизнь. Славянская душа – штука противоречивая. И как это в ней все уживается? Общинность и бунтарство, свободолюбие и готовность пожертвовать собственными выгодами ради общей цели. Впрочем, как это сделать, сказал русский поэт Федор Тютчев. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Пока все. Понравилось видео? Подписывайся, ставь лайк, делись с друзьями. Остались вопросы? Пиши в комментариях, обязательно отвечу. А мы увидимся совсем скоро. Пока.